Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Евгения Дуганова, и сегодня вяжем сумочку Африка из рафии. Итак, для вязания понадобится пластиковая канва 4-5 мм отверстия, крючки для вязания 5 мм и 3,5 мм, иголочка с большим ушком, ножнички и рафия. Я использовала рафию Испи в цвете вуд дерева. Длина в намотке 250 метров, понадобится порядка 2,5 моточков, 650 метров. Перед вязанием рафию можно отпарить утюгом, чтобы она распрямилась. Можно вязать так, как есть с мотка. Как вам больше нравится, попробуйте. Вырезала необходимый мне размер канвы 14 сантиметров на 40 сантиметров. Это будет мое донышко. Вязать буду в 2 нити. Оставляю отрезок подлиннее, для того, чтобы мне хватило вот здесь с правой стороны потом сделать обвязку. Итак, ввожу крючок в первое отверстие, подхватываю рафию, вывожу на лицо. Дальше делаю стежок. Можно делать его покороче, подлиннее, как вам больше нравится. Я делаю их произвольно, пропускаю 3, 4, 2 ячейки. То есть делаю их разными. В данном случае 3 пропустила в 4, здесь пропускаю 1, 2 в 3. И таким образом обвязываю канву. И это будет наше с вами донышко у сумочки. Важно туго не затягивать петли, чтобы канва не стягивалась и не искажалась форма. Для этого рабочую петлю на крючке вытягиваем до уровня ячейки, в которую вводим крючок для подхвата нити с изнаночной стороны и завершения провязывания петельки. Подходим к концу обвязки первого ряда, провязываем в последнюю ячейку, вытягиваем чуть подлиннее петельку, вводим в эту же ячейку крючок с изнаночной стороны, подхватываем петлю и выводим ее наизнанку. Далее в соседнюю ячейку второго ряда мы вводим крючок с лица и выводим с изнанки ту петлю, которую только что выводили наизнанку. Подтягиваем ее. Вязать будем в шахматном порядке, то есть я буду стараться провязывать на глаз примерно по центру тех ячеек, тех петелек, простите, которые были в первом ряду. То есть вязать будем в шахматном порядке. Продолжаем обвязку до конца второго ряда самостоятельно. Дойдя до конца второго ряда, мы его завершаем аналогично первому ряду. Показываю еще раз, чтобы лучше запомнилось.
Таким образом, ряд за рядом мы продолжаем обвязку донышка. Дальше делаем это самостоятельно и встречаемся в конце. Провязываем последнюю петлю в нашем донышке и обвязываем край. Завершаем обвязку, оставляя небольшой отрезок, обрезаем нить и вытягиваем хвостик. Получилось так, что два хвостика сошлись в одной точке. Один я спрячу здесь по вязанию. Этот короткий хвостик, он должен был закончиться здесь. Если бы было нечетное количество, я бы с той стороны сделала обвязку. А с этой бы стороны обвязку делала бы тем хвостиком, который мы оставляли изначально. Я вывожу сейчас короткий хвостик на изнанку и прячу его по вязанию с помощью иглы. И тот хвостик, который мы оставляли изначально, рассчитывая, что им будет произведена обвязка, его я тоже прячу, так как они у меня сошлись в одной точке. Если у вас нечетное количество рядов, то у вас хвостики будут по разные стороны, соответственно, обвязку с другой стороны вы можете сделать. Имейте это в виду. Ну, ничего страшного, я спрячу. А обвязку с другой стороны сделаю чуть позже. Итак, наше донышко у нас готово. Дальше нам нужно связать 2 детали боковины соответствующего размера и 2 детали передней и задней стенки. Итак, замеряем донышко. Оно у нас 14 сантиметров. Соответственно, боковина у нас тоже должна быть по ширине 14 сантиметров. Приступаем к вязанию боковины. Вязать будем в 2 нити крючком номер 5. Начинаем набор 18 воздушных петель и 19 для подъема. Итак, 1, 2, 3 и так далее. Набираю 18 воздушных петель и 19 для подъема. Набираю петли достаточно свободно, не затягивая. Количество набранных петель на нужную длину у нас с вами может отличаться. Это зависит от плотности вязания. Дальше поясню, как определить, правильно вы набрали или нет. Дальше в 3-ю петлю от крючка за верхнюю стенку я провязываю столбики без накида. Подхватываю рабочую нить, вытягиваю на уровень петли на крючке и провязываю столбик без накида. Дальше во 2-ю провязываю, придерживаю пальцем нить, которая на крючке, чтобы столбики были плотнее друг к другу, и при этом стенки наших столбиков были достаточно свободно провязанные, тогда они смотрятся красиво в изделии. И на этом этапе мы можем приложить наше вязание к донышку и увидеть, правильно ли набрали количество воздушных петель согласно нашей плотности вязания. Я прикладываю и вижу, что сейчас мое вязание
буквально на миллиметр отличается от донышка, соответственно, я набрала верно. Продолжаем вязать ряд до конца. В конце провязываем вместе в последнюю петлю, она же наша первая воздушная петля. Я провязываю столбик, делаю воздушную петлю для подъема на второй ряд и разворачиваю вязание вот таким образом. Второй ряд будем вязать за 2 стеночки верхней косы. Вязать начинаем в третью петлю от крючка. 1, 2, в третью. Под 2 стеночки вводим крючок, подхватываем нить, вытягиваем ее свободно до уровня крючка, придерживая при этом нить на крючке. Выводим петлю свободно, вытягивая на уровень крючка, провязываем. Рафия любит свободное вязание, тогда вязание получается красивым. Самостоятельно провязываем до конца второго ряда. Завершаем провязывание второго ряда вместе. Остается провязать 2 столбика. Один провязываем также за 2 стеночки верхней косы, вот так. И последний столбик мы провязываем вот под эту перемычку. Делаем воздушную петлю для подъема и поворачиваем вязание. На этом этапе можно приложить к донышку и убедиться, что все верно по количеству петель соответствует необходимой длине. И провязывая вторую половинку, я всегда еще для контроля прикладываю ее к первой. Это не обязательно, но я люблю убедиться еще и вот таким образом, чтобы одна деталь соответствовала второй детали. Начинаем провязывать третий ряд. В третью петлю от крючка 1, 2, 3. Аналогично второму ряду мы начинаем провязывать третий и последующие ряды. Мы вяжем аналогично третьему ряду. Дойдя до конца третьего ряда, вот так я пододвигаю последнюю перемычку, нахожу последние 2 стеночки ряда верхней косы, провязываю, и дальше я ввожу крючок под вот эту боковушку, видите, и под перемычку. Во втором ряду я вводила только под перемычку, здесь я ввожу и под стеночку, и под перемычку. Провязываю столбик, петля воздушная для подъема на следующий ряд. И далее на запланированную высоту сумки 30 сантиметров мне нужно аналогичным образом провязать 36 рядов. Провязываем их самостоятельно и встречаемся. Итак, я провязала 36 рядов, заканчиваю провязывать последний 36 ряд, подвытягиваю петлю,
Отмеряю отрезок примерно 2,5 метра и обрезаю нить. Этот отрезок мне будет необходим для сшивания стенок сумочки. Вытягиваю нить, и мне необходимо начальный хвостик спрятать по вязанию с изнаночной стороны. Сильно не затягиваем, аккуратненько прячем под стеночками нашего вязания. Вот таким образом мы с вами провязали боковую деталь нашей сумки. Я сличаю одну деталь с другой, которая была мною провязана ранее. Они идентичны, и мне остается отпарить вторую деталь. С правой стороны отпаренная, с левой не отпаренная. Я отпариваю утюгом на расстоянии 1 сантиметра. Держу утюг на режиме пара вначале с изнанки, потом с лица. Следующая наша задача — связать переднюю и заднюю стенки. Замеряем донышко, оно у нас 40 сантиметров, напоминаем себе. И составляем пропорцию. На 14 сантиметров боковой части мы набрали 18 воздушных петель плюс 1 петлю для подъема. Сейчас у нас 40 сантиметров длина. Нам нужно набрать, соответственно, 40 умножить на 18 и разделить на 14. Итого нам нужно набрать 51 воздушную петлю на 40 сантиметров и 1 воздушную для подъема. Таким образом вы можете рассчитать, сколько нужно именно вам набрать воздушных петель, пользуясь этой схемой, если ваша отличается плотность вязания от моей. И вот так будет выглядеть наша передняя стеночка. Одна стеночка у меня уже привязана, вторую будем вязать вместе. Вяжется аналогично боковой. Но при вязании передней и задней стенки хвостик длинный я оставляю изначально перед набором воздушных петель. Итак, приступаем к набору. Первая петля, я ее не затягиваю в узелок, она у меня является первой воздушной петлей. Вторая, третья и так далее. Набираем цепочку. В моем случае по расчетам мне нужно набрать 51 воздушную петлю и 1 петлю для подъема, то есть всего 52. Набираем цепочку самостоятельно и провязываем вверх 36 рядов аналогично боковой стенке. Завершаем провязывание 36 ряда задней стеночки. Оставляем небольшой хвостик, вытягиваем рафию. Этот хвост у нас для сшивания, а этот короткий хвостик мы прячем с изнаночной стороны по вязанию. Изнанка — это там, где нет вот такой кромочной косы. Это у меня готова вторая стеночка. Я ее сравниваю с первой. Если они идентичны, просто аккуратно отпариваю. Если они немного отличаются, я при отпаривании немножко подтягиваю, подгоняю одну под другую, чтобы они соответствовали друг другу и размеру 40 сантиметров в ширину и 30 в высоту. И когда все 4 части стеночек готовы, я обязательно сличаю их с донышком, чтобы они соответствовали ширине дна, соответствовали высоте друг друга стеночки. И когда все готово, я убедилась, что все размеры соответствуют,
могу приступать к сшиванию. Начинаем сшивание с передней и боковой стенок. Переднюю стенку располагаем лицом к себе кромочной косой. Хвостик у вас остается по левую руку. Боковая стенка. Точно так же вы находите кромочную косу. Вот она. Располагаете ее лицом к себе. Хвостик для сшивания у вас слева вверху. Прикладываете одну часть к другой. Иглу вводите под первую кромочную горизонтальную косу и выводите вот сюда под первую кромочную косу на боковушке. Подтягиваем, сильно не затягиваем, поправляем, чтобы она легла, эта петелька, больше на боковую часть, а не на верхнюю. И подтягиваем. Вот таким образом. Далее вводим иглу со стороны лицевой части сумки, передней стенки, вот сюда на ряд ниже, вот таким образом, и выводим на ряд ниже на боковой половинке. Снова вводим иглу с передней стенки сумки на ряд ниже, опускаемся вот сюда и вот так под две стеночки петли на ряд ниже на боковой части сумки. Итак, далее продолжаем двигаться вниз, сшивая наши детали сумки. Продолжаем сшивать самостоятельно до низа. Дойдя до низа, делаем последний стежок. И сюда же, в это же отверстие, делаем еще один закрепительный. Этот хвостик мы не обрезаем, оставляем его, и мы сделаем обвязку на донышке с одного края, которую не сделали до этого. Вот такой шовчик у нас соединительный получается, смотрится он ровненько и аккуратненько. Далее пришиваем следующую стеночку, располагаем ее лицом к себе, нить у нас слева получается, вдеваем нить в иглу и начинаем двигаться снизу вверх. Делаем первый стежок. И сюда же, в это же отверстие, второй. Далее опускаемся на ряд ниже. Делаем следующий стежок. Все делаем аналогично тому, как мы делали и на предыдущей стеночке.
Далее, двигаясь вверх самостоятельно, вы доходите до конца и в конце вводим иголочку под первую горизонтальную с одной половинки и под вторую горизонтальную на второй половинке и делаем стежок. Сюда же делаем второй закрепительный. И остается вывести нить на изнанку, чтобы спрятать хвостики. С изнаночной стороны оставляю в игле одну нить, ввожу ее под пару петелек, завязываю несколько узелков для надежности, снова вдеваю в иглу хвостик и прячу его по вязанию с изнаночной стороны. Итак, одна боковина полностью пришита. Аналогичным образом пришиваем самостоятельно вторую боковину. После того, как две боковины пришиты, мы можем приступать к пришиванию донышка, но перед тем нам нужно сделать обвязку. С одной стороны она есть, с другой ее нету. Ее мы сделаем с помощью хвостика, который мы оставляли после пришивания боковины. Но перед этим я фиксирую дно в нескольких местах для удобства. Приступаем к обвязке донышка с помощью оставленного хвостика. Вводим крючок в первую ячейку, подхватываем хвостик и уже известным вам способом обвязываем. Мы не подхватываем стеночку, мы работаем только с дном. Делаем его обвязку с одной из сторон. Завершаем обвязку, вводим крючок в последнюю ячейку, провязываем и выводим нить. Мы ее не обрезаем, мы ею будем пришивать донышко. Теперь у нас дно обвязано с двух сторон, и мы можем приступать к пришиванию. Вдеваем хвостик в иглу и будем пришивать настолько, насколько хватит его длины. Крайнюю закрепку, которую я фиксировала донышко, я убираю и начинаю пришивать с уголка. В углу я всегда делаю несколько стежков для того, чтобы острый край нашей канвы не цеплялся и не был заметен. Выкладываю рафию так, чтобы угол был максимально закрыт. Сделав угловые стежки, я продолжаю пришивать. Ввожу иглу вот сюда и в эту же первую ячейку. Таким образом мы соединили первую петлю с первой ячейкой, и дальше аналогичным образом, вот так, не подхватывая обвязочную, вот так мы не делаем, вот так, не
не подхватывая обвязочную косу, мы продолжаем двигаться по вязанию, постепенно пришивая наше донышко. Так как количество ячеек не совпадает с количеством петель на боковой части сумочки, пришивать нужно интуитивно, визуально. И, возможно, в некоторые ячейки вы будете попадать иглой по 2 раза, для того, чтобы было все ровно пришито. Продолжаем пришивать самостоятельно, пока не закончится эта нить. Далее покажу, как начать новую. Когда закончилась нить, я ее вывела наизнанку, сделала закрепку. Дальше беру отрезок подлиннее, складываю ее пополам и вдеваю в иглу. С помощью крючка ввожу в ячейку край и делаю закрепку. И далее с этой же ячейки продолжаю пришивать донышко. Когда эта нить закончится, можно начать следующую. Продолжаем пришивать самостоятельно. Я закончила пришивать. Очень аккуратный получается шовчик соединительный. И дальше я могу приступать к пришиванию ручек. Я выбрала бамбуковые ручки с перемычкой. Пришивать буду за эту перемычку. Пришивать буду по лицевой стороне. Для этого я центрирую, отсчитываю равное количество петель справа и слева и центрирую свою ручку, фиксируя ее для удобства. Пришивать буду по первому ряду. Отрезок рафии складываю пополам, вдеваю в иглу. С изнаночной стороны делаю закрепку под пару стеночек петли. Вывожу иглу на лицевую сторону под первым рядом. Вот таким образом. Ввожу иглу с лицевой стороны под 2 стеночки верхней кромочной косы. Вывожу наизнанку. Далее с изнаночной стороны под первым рядом ввожу в соседнюю ячейку и вывожу наизнанку, раскалывая эту галочку. Вот видите, попадаю под перемычкой в центр галочки с лица и с изнанки. Вывожу наизнанку. Далее в эту же ячейку вывожу под первым рядом и под следующую петлю кромочной косы. Далее в следующую ячейку и в раскол.
снова в эту же ячейку и в следующую кромочную косу. То есть снизу первого ряда у меня игла проходит в одну ячейку 2 раза, а сверху она один раз проходит под кромочную косу, второй раз в раскол в центр галочки. Самостоятельно пришиваем до конца. В конце завершаем и делаем несколько дополнительных стежков. Хорошо затянув и зафиксировав край, нам необходимо с изнаночной стороны зафиксировать и спрятать хвостик. Для этого я в игле оставляю одну нить, протягиваю через стеночку петли и делаю несколько узлов. Далее возвращаю нить в иглу и прячу хвостики по вязанию под стеночками наших петель. И таким образом наша с вами ручка пришита. Аккуратно смотрится как с изнанки, так и с лицевой стороны. Убираю свои закрепки, которые мне помогали удерживать ручку на нужном уровне. И одна ручка у нас готова. Аналогичным образом нам остается пришить вторую ручку. Вот и готова наша с вами сумочка. Она получилась у нас вместительная, большая, при этом невесомая, очень стильно смотрится. Если вам понравился мастер-класс, обязательно ставьте пальчик вверх под видео, мне приятно. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, впереди нас ждет много нового.